Иногда вещи происходят не так, как этого ожидают люди. Смотрители зоопарка поместили пару поросят в один вольер с тигром. Многие подумали, что они будут съедены хищником в считанные секунды, но не поверили своим глазам, когда увидели, что произошло дальше. С незапамятных времен люди учили детей, что тигры или любые другие большие кошки очень опасны. И это правда, это одни из самых крупных и опасных хищников, встреча с которым в дикой природе закончится печально. Но иногда дикие животные могут удивить нас необычным поведением, которое отличается от того, что нам говорили всю жизнь. Пару лет назад видео из тайского зоопарка взорвало интернет. Эта странная ситуация возникла, когда смотрители тигриного зоопарка запустили интересный проект. Они поняли, что некоторые тигры под их присмотром были заметно несчастны. Одни были несчастны из-за ран, полученных в дикой природе, другие же страдали из-за осложнений после неудачных родов. Тигрица Алегрия жила в тайском зоопарке много лет. Она была пассивной и часто замкнутой. Бывали дни, когда она добровольно взаимодействовала со смотрителями зоопарка и другими тиграми вокруг нее. Но большую часть времени ей нравилось уединение. У нее были все условия для комфортного существования, но тем не менее животное не наслаждалось своей жизнью в зоопарке. После многих лет попыток спаривания и зачатия потомства, Алегри удивила смотрителей чудесной новостью: она наконец-то была беременна. Учитывая, что популяция тигров за последние десятилетия сильно сократилась, эти величественные дикие животные находятся под угрозой исчезновения. Так что можно представить радость людей, когда они узнали, что Алегрия станет мамой. Период беременности этих прекрасных больших кошек длится от 3 до 4 месяцев. К сожалению, когда пришло время Алегри рожать, все пошло не так гладко, как все надеялись. Роды начались очень бурно, после нескольких часов она родила 3 детенышей. К сожалению, 2 умерли вскоре после появления на свет, 3 прожил лишь несколько дней. Все усилия ветеринаров, чтобы малыш был здоровым и сильным, провалились. Он умер на глазах опечаленной тигрицы. После этого несчастная мама окончательно замкнулась в себе. Кошка почти не ела, почти не двигалась и ничем не интересовалась. Волонтеры и сотрудники зоопарка поняли, что им нужно срочно что-то придумать, если они хотят помочь морально раздавленной тигрице восстановиться и вернуть ее к счастливой жизни. В то время зоопарк работал над проектом по адаптации диких животных к новой жизни в вольерах. Он также имел целью соединить хищников и их жертв, которые были бы ими в диких условиях, в контролируемых условиях, чтобы оценить их реакции и поведение. Специалисты этого уникального проекта предполагали, что спокойствие мелких зверушек-жертв поможет успокоить более крупных и свирепых животных. Это был удивительный и опасный эксперимент, но экспериментаторы достаточно изучили его, чтобы считать, что он может сработать. Сначала они решили провернуть его с детенышами жертв и самой тигрицей. Их предпосылкой было то, что материнский инстинкт сработает и хищник будет более мягким по отношению к более слабым и молодым малышам. И кто лучше всего подходил для такого уникального проекта, как не тигрица Алегрия? Она так долго оплакивала потерю своих детенышей, что пришло время вывести ее из депрессии. В загоне, расположенном в определенном удалении от тигрицы, свинья по имени Плея только что принесла 12 поросят. Смотрители зоопарка забрали Плею и 6 ее детенышей, чтобы познакомить их с Алегри. Конечно, они не поместили поросят в вольер тигрицы сразу, вместо этого они оставили Плею и ее детенышей наблюдать за Алегри снаружи ее клетки. Тигрица даже не потрудилась поднять глаза. Много лет назад она могла бы подойти к ним, чтобы исследовать новых знакомых. Но сейчас она даже не смотрела в их сторону и не обращала никакого внимания. Через несколько дней таких встреч, смотрители зоопарка заметили, что подавленная тигрица начала все же поглядывать на активных и подвижных поросят, когда их приводили. Через неделю она уже с большим интересом наблюдала за ними. Это было самое вовлеченное поведение тигрицы с момента, как она потеряла своих 3 тигрят. Наконец, сотрудники зоопарка решили, что пришло время перейти к следующей фазе. Одним утром они привели поросят к передней части клетки Алегри, как обычно делали каждый день. Как часто бывало, она наблюдала за ними с большим интересом. Однако, дальше произошло то, что ни поросята, ни тигрица не ожидали. Несколько сотрудников зоопарка слегка приоткрыли клетку Алегри и аккуратно поместили туда поросят к взрослой тигрице. Сначала тигрица была слегка напугана и смущена.
Персонал мог видеть много вопросов к людям в ее выражении лица и языке тела. А вот маленькие поросята даже не казались взволнованными. Видимо, у малышей нет страха перед большими спокойными кошками, а вот интерес к изучению мира вокруг очень сильный. Один за другим поросята начали приближаться к тигрице. Они были маленькими и слабыми, казалось, считали ее безопасным убежищем. Малыши подбежали к ней и начали сжаться к ее бокам. Смотрители молча и напряженно наблюдали, думая, что же сделает Алегри. Но хищник оставался неподвижен, в то время как 6 поросят сжались к ее бокам. Когда один из поросят кое-как забрался к ней на спину, Алегри, наконец, отреагировала. Тигрица удивила всех, начав лизать всех 6 поросят как собственных детей. К концу дня смотрители могли видеть, что Алегри легко вошла в роль матери. Она сразу начала заботиться о поросятах, как о собственных детенышах, и даже позволяла им бегать по себе. Увидеть вживую это было невероятно. Даже опытные сотрудники находились в шоке и воспринимали отношения тигрицы и поросят как чудо. По мере распространения новостей об этом эксперименте, посетители стекались толпами в зоопарк. Пространство вокруг просторной клетки необычной семьи был переполнен людьми, желающими увидеть Алегри и ее приемных детей. Сначала мы отделили поросят от их матери, а затем оставили их с тигрицей. Те сразу побежали к тигру, думая, что это их мать, объяснил один из смотрителей посетителям и журналистам, пришедшим в зоопарк в последующие дни. Через несколько дней смотрители заметили значительные изменения в настроении и поведении Алегри. Она охотно заботилась о своих детишках, даже одетых поросят в маленькие милые костюмы тигров. Не для того, чтобы они больше походили на тигрят, а потому что Алегри дала понять то, что смотрители не уловили сразу. Работники зоопарка заметили, что тигрица постоянно жмется к поросятам и прижимает их к себе, пытаясь согреть их. Оказалось, что комната была немного прохладной для них. Приемная мать давала им так необходимое тепло своего тела, как настоящая мать заботилась бы о своих детях. Это был огромный успех по многим причинам. Во-первых, этим поросятам удалось создать потрясающую и почти невозможную связь с тигрицей. У каждого из маленьких крепышей была особая связь с ней, которая была заметна и очевидна для всех, кто подходил посмотреть на них. А тигрица действительно относилась к хрюшкам как к своим родным с полной самоотдачей и заботой. Но, более всего, проект считался успешным благодаря эффекту, который он оказал на Алегри. Несчастная тигрица вышла из депрессии из-за потери своих детенышей и перешла к счастливой, активной и имеющей смысл жизни. Она больше не сидела в одиночестве в своем вольере, почти не двигаясь. Ее необычные малыши постоянно развлекали ее и держали занятой и нужной. И через несколько недель, к радости всех, от депрессии Алегри не осталось и следа. Она наконец-то начала взаимодействовать с другими тиграми зоопарка, чего не было много лет. Менее чем через год после эксперимента с жертвами и хищниками она снова смогла забеременеть и родила абсолютно здоровых тигрят. Алегрия теперь была самой счастливой тигрицей матерью, как своих собственных тигрят, так и своих приемных, обожаемых ей поросят. Тигрица не теряла времени, знакомя всех своих детенышей друг с другом. Видео играющих вместе тигрят и поросят снова заполонили интернет. Алегрия и ее поросята снова стали трендом в социальных сетях, демонстрируя миру, что любовь может исцелять любые раны. Почти невозможно представить, что тигры и свинюшки могут счастливо сосуществовать вместе, но каким-то образом этой необычной группе из тайского зоопарка удалось преодолеть это. Интересно, как далеко зайдет этот эксперимент и как будут воспринимать других животных тигры, с самого детства выросшие среди хрюшек. Считаете ли вы, что этот эксперимент мог бы сработать с другими видами хищников и жертв? И какие вообще эмоции после такой трогательной новости о излечении тигрицы от депрессии? Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.